Всім привіт і слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму каналі, а я з України. 42-й день войны Украина сражается. Сегодня поговорим, я думаю, что не очень долго и немного на другую тему, чем обычно. Многие блогеры уже поднимали этот вопрос. Может быть вскользь, может быть немножко подробно. Я тоже хочу эту тему осветить на своем канале. Давайте перенесемся в 1939 год. Осенью 1939 года между СССР и Финляндией возникли вопросы о территориальных уступках. СССР хотела иметь себе часть Карельского перешейка и острова в Финском заливе, и также часть полуострова Ханка. В обмен предлагали в Карелии территорию большую по площади, но совершенно необжитую. Результатом этого бы соглашения могло произойти то же самое, что произошло с прибалтийскими странами, то есть в конечном итоге оккупация. Финляндия отказалась от данных предложений. Формально СССР хотели отодвинуть границу якобы от Ленинграда. Это была как бы основная причина. Но есть и вторая причина, которая тоже историками подтверждается. Это желание захватить всю Финляндию и советизировать ее. Финны не уступили в этом вопросе. И СССР организовала народное правительство во главе с финном, проживающим уже с 18 года в СССР Куссиненом, которое в результате и обратилось к Красной Армии за помощью. Как результат, 30 ноября 1939 года СССР объявила войну Финляндии. Причиной начала войны стал формально якобы обстрел Красной Армии с территории Финляндии. Война началась. Силы со стороны СССР по численности бойцов превышение в 2 раза, по численности танков почти в 10 раз. Ставилась задача, это захват всей Финляндии за несколько дней, то есть блицкриг. Финляндия начала оказывать сопротивление, что абсолютно не ожидали. Защита финнами своих территорий оказывалась всем населением, что стало совершенно неожиданностью для руководства Красной Армии и лично для Сталина. Маннергейм очень удачно руководил армией, что совершенно отличалось от бездарного руководства Красной Армии. Но тем не менее, через 3 месяца после начала войны финнам пришлось пойти на договор с СССР. В результате этого договора СССР отошло 11% территории, что явилось большей частью, чем предварительно СССР хотела у Финляндии выторговать. Но вы отлично, я уже говорил, отлично понимаете, что если бы Финляндия тогда согласилась на данный обмен, то в результате бы полная оккупация Финляндии возможна. Самое главное, что финны отстояли свою независимость. Это очень-очень кратко. Все остальное вы можете почитать в книгах, найти в интернете. Об этом не очень-очень много написано. Теперь включаем машину времени и перемещаемся на 82 года вперед. Именно в 2022 году прослеживается полное совпадение финской войны с войной Раши против Украины. Формальный повод – обстрел Донбасса. Задача, официальная задача – это помощь Донбассу.
А реальная задача – это захват всей Украины и уже не советизация, как было там, а демилитаризация и денацификация. То есть вот тут новшество применено. В войну брошены силы со стороны Раши значительно больше, чем украинские. И по количеству бойцов, и по количеству техники. То есть все соответствует предыдущей. Желание – это блицкриг и захват Украины и проведение чуть ли не парада на Крещатике за одну неделю. Факт – реальное сопротивление, что не ожидал господин Пу от украинцев, которые ожесточенно сопротивляются и защищают свою родину. А теперь просто проведите аналогии между двумя войнами и сделайте выводы. Вывод будет, пока еще война не закончилась, пока будет очень простой. Что с фантазией у рашистов, ну и как и со всем остальным, совсем плохо. А теперь немного о событиях, которые происходят в государственном предприятии Антонов. Вчера узнал, что подписан приказ о восстановлении меня на должности. Но, внимательно читая приказ, я заметил, что, оказывается, 25 марта меня умудрились еще и уволить с работы. Поэтому я, получается, 10 дней был уволен. С позавчерашнего дня, в соответствии с датой приказа, приказ от 4.04.2022 года, я восстановлен на работе и восстановлен в должности. Так что будем работать. И сегодня я отмечаю свой второй день нахождения на этой работе. Поэтому, буду знакомиться с предприятием, буду учиться летать. И самое главное, мне предстоит подробное знакомство с летным коллективом. Надеюсь, коллектив очень хороший. А теперь раздел авиация. Вспомним наш АН-225, как мы выполняли на нем полеты. Сегодня посадка во Франции, аэропорт Ватри, хорошая погода, прекрасные виды, зелененькие поля, поэтому смотрим и наслаждаемся видами. Радиальный бок. Радиальная 18, боковое 15. Шасси выпустить. На 8 миль. Скорость, На 8 километров выхода. Хорошо, отлично. Шасси выпускаются. Фары. Выпустить, включить. Малый. Боковой. 110. 100. 100. 90. 80. Глиссада. 70. Глиссада. Глиссада. Полсотни. Глиссада. 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 40. Глиссада. 35. Глиссада. Глиссада. 25. ФМГ. 20. 15. 12. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ой, Скорость. 0 и реверс. Посадка. 200 полсотни. Как-то он с подушкой так сел. 240. ага, 6 зеленых горят. 230. Рецепторы вышли. 220. 210. 200. Реверс максимально правильно. 190, 180, 170, 160, 100 полсотни, контроль, реверс, 140, Реверс 0. 130. Реверс 0. 335, 0 on the ground.
На стояночном. Выключаем потребителя, докладываю. Слава Збройним силам України! Слава Україні і смерть ворогам! І обов'язково далі буде. І не переймайтесь! Буде все добре. Пока. До завтра.